Всем привет, друзья-боксерчики! Мы продолжаем сегодня снимать резину, специальные упражнения для боксеров, которые помогают развить силу, ловкость. Здесь все очень просто, мы просто к резине добавляем гантельки, легкие гантельки, то есть они нужны тебе, как бы, чтобы немножко разнообразить, утяжелить немножко твои движения. Момент вот здесь у тебя, вот он, тянешь к низу, вот он, и раскидываешь. К этим упражнениям лучше всего подходить таймингом, то есть буквально там от 30 секунд. Потому что с отягощением, когда делаешь, здесь у тебя добавляется фактор веса просто. И делать гораздо сложнее. Теперь смотри, точно так же, только вытягиваешь уже наверх. Во. Больше разводи вот здесь, вот так. Во. О, и веселее, прям рви, тебе надо рвать. Во. Это резина, тут она сама тебя уже вытянет, то есть неправильно ты обратное движение не сделаешь. Вот, и старайся, чтобы гантели не целовались у тебя. Во, хорошо. Теперь смотри вниз, вниз опусти. И вот с этого положения вытягиваешь ровно вверх. Во, тяни, рви. Во, сильнее, во. И от низа до верха, одним движением. Во, очень хорошо. Теперь смотри, чуть-чуть назад оттянись. Во, ручки вот таким образом к себе, к груди оттяни. Вот смотри, у тебя руку будет постоянно оттягивать вот в эту сторону. Ты пока начинаешь на коротке делать. Во, на коротке. За локтем следи, чтобы локоть у тебя не поднимался, чтобы у тебя локоть всегда внизу был. Во. То есть где-то примерно вот начинается работа уже от 30 секунд. То есть после 30 секунд вот это упражнение уже очень тяжело идет. Это очень хорошо, потому что вот это болевое ощущение и ощущение, когда уже не можешь делать, вот именно на этом факторе и идет развитие. То есть тогда, когда ты не можешь делать, ты должен делать. О, загудело уже? Уже шпарится? Еще не шпарится? Ну, зашпарится. Теперь смотри, руки вот так. И выше плеча вытягиваешь, выше плеча. Во. Можешь прямо от прямого можешь. Не-не-не-не-не, к плечу ты тянешь. Вот у тебя движение, вот. Во, ровнее локоть, чтобы тебя не плясало. Выше плеча, прям закидываешь. О, хорошо. Следующий вариант, давай. То сейчас весь сгоришь. Следующий вариант, когда ты вот так раскидываешь. То есть резина, она тебя уже натянула. То есть вот этот вот фактор самого движения на удержание очень-очень такой он суровый. Тоже вот как только боль пошла, вот тогда и надо уже работать. Потому что по-другому развития не будет. То есть очень быстро привыкнешь. Следующее упражнение. Вот смотри, вот здесь играет большую роль, как ты к себе тянешь ручки. Вот здесь надо локти вывернуть. И прям до максимума. Отдаешь, вот так. Прям отдаешь ее, она сама будет тебя выстреливать. Вот такое вот упражнение. Больше вот сюда выводи. Во. Вот смотри. Еще согни. Во. Полностью, чтобы она у тебя была. Да. Резина она сама все сделает за тебя. Ты самое главное к себе ее тяни.
Во. К себе тяни, тяни ее, тяни. Ну, видишь, при всей как бы обычности движения, видишь, какое оно оказалось непростое. Здесь все стабилизаторы у тебя прокачиваются. Видишь, как трудно к себе, да? О. Хорош. Теперь смотри, вверх подними. Вот, теперь вот эти короткие вверху. Вверху, на удержание. Тебе вот тут чуть-чуть выровняться надо. Выше, сильнее руку, выше. Во. Во, видишь, как хорошо. Смотри, делаешь рывком вперед. Сводишь. Во. Во, старайся, чтобы они не целовались у тебя. Во, рывком. Рви прям. Во, хорошо. Если не хватает как бы напруги, ты можешь подтянуть еще резину. О. Закончили. Теперь смотри, руки вперед вот так вытащи. То есть твоя задача сейчас вот так будет работать. Ну или вот так, или двумя ты ложишь. Во. Давай через одну. Раз, два. Во, ноги в пол упри. Во, и дави вперед, вперед дави. О. Видишь, как пляшет у тебя? Две пошел. Во, ровнее локоть. Во. Вот здесь надо удержать. Давай. Во, сильнее, сильнее. Видишь, здесь треха у тебя натянута. Натянута по движению вперед. И помимо трехи еще вот здесь жгет. Да. Определяющий фактор вот здесь у тебя, в суставе. Теперь к себе подожми ручки. Попробуй через подмышки пропустить. Во. Теперь сейчас смотри, чуть-чуть вперед наклонись. Вот, чтобы движение у тебя было вперед. Вот такое вытягивающее. Во. Синхронно вместе с наклоном делай. Вот, и обратная резина тебя сама втолкнет. Во. Дальше. Дальше. Ноги в пол втыкни. Во. И вот это движение резче старайся сделать. Вот, движение вперед. Вот. И круговые движения. Во. Здесь тоже где-то начинается упражнение уже от 30 секунд. Потому что при всей вот видимой как бы легкости упражнения, тем не менее, эти очень-очень жаркие. Очень хорошо они разогревают. Вот. Теперь смотри, вытянул руки. Сгибаешь только вот эти части. Во. Вот. Называется упражнение орла. Во. Только вот эту часть. Можешь подинамичнее ее делать? Где жгет? Под лопатках жгет. Ну, все. Так и должно. Вот теперь смотри, вот так, вот это положение. И вот этим положением ты руки сводишь. Вот. Смотри, чтобы резина тебя не чиркала, чуть-чуть повыше руки. Вот. И сводишь. Вот. Угол соблюдай, угол удержи. Вот. Хорошо, хорошо. И дыши потихонечку, дыши. Почему положение сидя? Для того, чтобы отключить лишнее. То есть нам сейчас нужен только верхняя часть, чтобы уже более четко прокачать, потому что от ног очень много колебаний идет. Вот. Закончили. Теперь смотри, сверни вот так. О, движение вперед сделай. Вот. Попробуй так, чтобы тебе удобно было здесь зацепить. Вот. Зацепил, точно, удобно. Вот. Теперь вот плечи накрячь. И твои движения вот такие должны быть. Во, внутрь делай, внутрь, во. А теперь попробуй разогнать их. Во, разгоняй. Во, вперед смотри. Во. Хорошо, очень хорошо. Тоже упражнение очень-очень хорошее. Все эти упражнения, все емкие. Во. Теперь смотри, старайся как бы не качаться. Во, хорошо. Дыши. О.
Теперь смотри, чуть-чуть в сторону вот так вот. Во-во-во-во-во. И к середине можешь свести. Во. Вверх. Да, 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 да. Теперь смотри. Тебе надо опустить вот так вниз. Вот, не заламывай. Удержи их, да. Во. И вот здесь, вниз. Во, вверх. Прям максимально вверх. Во, и веди вниз. Ноги в пол втыкни. Во. Не фиксируй, сразу одним движением тяни. Во, хорошо. Во, хорошо. Очень хорошее упражнение. Здесь очень много упражнений, все развивающих. Ну, в любом случае они лишними не будут. Можно делать их в начале, в конце, в середине, как угодно. Пришел на тренировку, не знаешь, что делать, точно возьми резину, поделай. Намного будет лучше. Закончили. К себе возьми. Через верх пропусти резину. Через плечи. Во. И смотри, ты бьешь вверх. Вверх бьешь. Поехали. Во, 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 во. Удержи, удержи. Вверх. Во. Резина тянет назад. Такой нестандартик. В пол ноги втыкни. Во. Упрись. Во. Хорош. Хорош. Чем хороша вот эта вот система на шведской стенке, то что можно играть разными углами. То есть постоянно в одном режиме, вот одним характером упражнения, ну да, ты сделаешь его. Но как только привыкнешь, эффективность сразу пропадет. А вот угол поменяешь упражнение, и все будет уже по-другому. Все элементарное. Просто. Теперь смотри. Гантельки нужны, ну, как бы с точки зрения двух определений. Первое определение, ну, с ними удобнее, а второе, ну, это как бы небольшой вес. Он все равно заставляет тебя работать. И вот в сочетании с весом ты упражнения делаешь уже совсем в другом качестве. Тоже, когда вот у тебя тяга идет снизу, упражнение уже по-другому ты делаешь. Вот, ничего сложного, я тебе говорю, вот прям между пальцев их зажимаешь, и движение вот у тебя идет. Можно делать движение по кругу, можно к себе вот вытягивать. Вот здесь вот эту вот часть надо вытянуть, чтобы бицуху вот эту вот часть прожечь. Понял? Поэтому где-то вот, еще раз говорю, где-то от 30 секунд начинается работа. Все то, что ты делаешь до этого, это, ну, грубая разминка. Вот на обратной тяге очень хорошо оно заходит. Во. Чуть-чуть локти разведи, чуть-чуть. Во, пошел. Чтобы она у тебя до конца бицуха сжала. Поэтому здесь немножко выпусти локоть, чуть-чуть выпусти его. Во. Чтобы у тебя вот это вот прям к груди. Ты чувствуешь, как она тебя вниз вытягивает? Вот, теперь попробуй по кругу. Пробуй, прямо очерчивай круг. Не задевай гантельками. О, хорошо. Теперь в стороны разведи. В стороны. Во, вот так вот. И попробуй сейчас в локте согнуть вверх. Во, еще в стороны. Вот здесь, вот эту часть чуть-чуть. Давай покажу. Видишь, вроде как бы простая вещь, а фиг сделаешь, да? Вот она у тебя. Также вот она у тебя. Также вот она у тебя. Также вот она у тебя. Все вот эти вот как бы упражнения, их, ну, не так много, слава богу, но они отвлекают от основной работы, прокачки, и считаются дополнительными прокачками. То есть это не то, что как основная работа с резиной, это дополнительная работа с резиной, которая, ну, как со стороны нагрузка идет. Поэтому в любом случае она полезная, в любом случае. Вот. И здесь, слава богу, нету никаких вот этих вот надрывов, разрывов, то, что ведет тебя неизбежно к травме. Есть еще один такой момент. Почему много нельзя делать? Вот ты, например, делаешь 3 минуты,
считается достаточно. Почему? Если больше будешь делать, неизбежно придешь к износу либо сустава, либо, какая-то такая, будет травма нехорошая. Поэтому умирать на этих упражнениях не рекомендуется. Они, еще раз говорю, они носят вот такой вот, больше как коррекция, то есть они больше вот как корректируют твое движение. Ну и нестандартная нагрузка, которая тебя вытягивает. Поэтому, это еще, далеко не все упражнения. Это те упражнения, которые для развития силы удара идут. Там они в общей группе, просто их так много, поэтому их и разбивают на группы. Что сразу ты все их не сделаешь. И смысла как бы нет. Надо, чтобы тело у тебя отдохнуло, и опять нагрузка, и опять нагрузка. Поэтому мы на этом закончим небольшой наш комплекс. Но на будущее мы будем продолжать показывать упражнения. Там есть упражнения с резиной и лежа. Еще хватит материала. Дай Бог. Удачи!